Всем привет, друзья! Вы на канале Белоусов Cool Trip. Долго меня не было, но я все-таки появился. Еду в очередное путешествие. Решил поехать на север. Долго пытался доехать в сторону Выборга. Вот. И на работе познакомился с парнем, он любит ходить в горы. Узнал, что я хочу поехать в Выборг, говорит, давай я с тобой. Ну и взял в аренду велосипед. Скоро я его покажу вам. Мы с ним увидимся чуть позже. Вот. Значит, из Выборга до Выборга мы едем из Москвы на электричке. В плацкартном вагоне. Ну а доезжаем до Питера, переедем на Финляндский вокзал. И с Финляндского вокзала поедем до Выборга. Вот, а из Выборга мы уже поедем до Питера на велосипедах. Запыхиваюсь, потому что в горочку еду немножко. Вот. Да еще и груженый. Сзади у меня рюкзак водонепроницаемый. Еду к знакомой. Обещал кое-что сделать в быту, в квартире. Вот, еду выполнять его обещание. А сзади у меня перфоратор, представляете? Такие дела. Такие места тут красивые тоже. Да, кстати, еду я в бэкпакинге в Апидуре. Уже раньше у меня была Ортлип. Сейчас у меня Апидура. Вот. Дрон я примостил здесь. Но дальше он так не поедет. Я его размещу под рамную сумку. А так наружная сумка, подрамная. Ну и задний подсидел. 3 бутылки, 2 кормушки. Вот так вот это выглядит. Зеркальце, видите, взял себе такое. В общем, упаковался. Едем всего на пару дней. Одна ночевка. Там километраж небольшой, поэтому естественно путешествие будет такое не сильно длинное, но интересное. Дрон взял с собой. Полетаю. Будем ехать вдоль Финского залива. Вот так. Какие туалеты в России. Приехали мы на станцию Каланчевская. Тут сейчас я перехожу, встречусь с Сашей, с которым я собрался выезжать. Ну, дальше я покажу. У нас поезд 18:45, еще время у нас много, часа 2, наверное, осталось. Поэтому пообщаемся, поделаем и будем готовиться к поезду. Сделали новые вокзалы, переходы. Как я обещал вам, ребята, что познакомлю вас с Саней, с которым мы едем сегодня в Выборг. Вот, сели перекусить, ждем свой поезд. Велосипеды наши вот стоят. Саня, кстати, взял в прокате Specialized, такой бутылочку у него взял, такую хоккейную. Вот, полностью карбоновый. Легенький, да, Саня? Совсем. Чисто циклокросс. Тормоза у него гидравлические тут. Вилка карбоновая. А он весь карбоновый. Весь карбоновый. Резина покруче. Протертая. Резина, да, такая немножко убитенькая. Ну, нормальная пойдет. Вот, стоимость его проката 1000 рублей. Ссылочка будет в описании. Такой он нацепил себе сюда эту штуку. Ну, пока он без сумок. Первый раз едет на велосипеде в путешествии. Вот. В следующий раз будем ехать уже в снаряге.
Так нам еще время осталось еще целый час, поэтому мы будем сейчас перекусывать, ждать свой поезд и прыгать, отдыхать в поезде. 78 from Moscow to St. Petersburg is departing from track 7 high speed. Так, приземлились мы в Московском вокзале в Питере, выдвигаемся и двигаем на разводные мосты в Питере. Мы, в принципе, не спали, нам очень сильно мешали наши соседи, которые не давали нам спать. Парочка одна. Да. Санин Вельчик. Короче, Вельчики достались все в целой сохранности. Короче, выходим из вокзала и катим до Финского. Доехали мы до Финского вокзала с Саней, немножко взбодрились, утро немножко зябко так, но мы быренько ломанулись, хотели успеть на разводные мосты, вот, но буквально пару минут не успели, они уже сложились. Мы приехали на Финляндский вокзал, вот. Сейчас мы здесь пару фоточек замутим и, не знаю, найдем какую-нибудь кафешку, перекусить, позавтракать, потому что нам часов, у нас, по-моему, в 7:15 электричка, уже купили билеты, вот, поэтому сейчас немножко перекурим, ну, образно говоря, мы не курим, и пойдем трапезничать куда-нибудь. Саня нас снимает. Добрались мы наконец-то до Выборга. Что-то здесь никого нет, тихо, спокойно. Вообще кайф полнейший. Главный вход Выборг. Мы вышли на платформе посередине. Сейчас мы думаем сходить по делам республики. Так на школе говорили, учить. Типа в туалет. Дальше вот наши велосипеды. Кстати, проехали мы с велосипедами бесплатно в электричке, заплатили 530 рубля, сняли просто колесо, поставили возле дверей, вообще идеально, и быстро долетели. Сейчас мы сбегаем по нашим делам. Сани, кстати, времени пока съемки нет, велосипед, потому что у него арендованный, примутили такую вот штуку у него, это спальный мешок у него, там и толстовка. Сделали так, чтобы было меньше сопротивления ветра. Ну, так более лучше. Как подсидел смотрится. Я, как в обычном варианте, байкпакинг, сланцы, подсидел, колоночка. Купил себе новые такие штуки, маленькие оказались. Заказал на Алиэкспресс. Хочу купить большие, чтобы можно было туда засунуть дрон. Сейчас дрон везет Саня в рюкзаке. Я его вчера повесил сюда на лямочку. Ну, так, чтобы не давило на эти, на рубашки, потому что вес все-таки тяжелый дрона. Обычно я его клал под ранную сумку, то есть он у меня сюда ложится, батареечки. Единственное, что некуда положить. Причем уехали мы от вокзала Выборг, подъехали, нам посоветовали подъехать к такому зданию, называется Финский дом. Ну, такая в готическом стиле инфраструктура. Едем дальше, смотри дальше достопримечательности. Ну, в принципе, вот такой вот дом. Ну, вроде, не знаю. Мне кажется, что это как-то... Возьму. Так, двигаемся мы дальше. Вижу вот магазин, пятерку.
Сейчас мы, наверное, в него зайдем, купим что-нибудь поесть. Какие-то яички мы хотели купить. И дальше двигаемся, дальнейшие достопримечательности. Вот, пятерочка. Мы в нее сейчас зарулим. Следующая локация у нас. Вот приехали в старый город Выборга и подъехали в такой пруд Сала Алахти называется. Хрен выговоришь. Ну, вот мы здесь перекусываем. А что? Не пруд, это залив. Это песочек, а потом уходит в залив. Ага. Ну, ничего страшного. Тебя услышали? Пруд не звучит. Пруд? Это залив. Залив называется, не пруд. Я ошибся. Вот. Ну, прикольно. Рыбочки там плавают. Фонтанчик фонтанирует. Вот, у нас время заканчивается, скоро будем топить. Так, мы тут на лайте пока перекусываем. Шпинат с сыром, тан. Едем дальше. Подъехали мы в старый рынок, называется. Вот, и здесь такое здание интересное, называется Круглая башня. Здесь ресторан. Такое старинное здание. Прикольное. Не часто я, конечно, становлюсь на таких локациях. В основном природа, горы, море. Дальше едем в самое старое здание в России. А потом А потом крепость. погнали. Let's go. Еще приехали мы, Вот смотри. добрались мы до старого города. Вот такая красивая, Ага. видишь? Драматургия такая вот. Прикольно, да. Смотрим фоточки, Саня сделал. И мы доехали до самого старого дома жилого в России. Вот такой как он выглядит. Крепостная 13А. Находится он в Выборге. Мы сделали несколько фоток. Ну, так вот проедешь, да, и не заметишь. А нам подсказали на вокзале, что здесь вот такой дом есть. Вот к нему приехали, сделали фотки. И едем мы дальше в парк. Манрепё, что-то. Монрепо какой-то там. Сейчас дальше мы покажем. Погнали мы. Далее. Ну, сначала замок. А, сначала в замок, они по очереди идут? Да, они сейчас замок. А потом- Отлично, едем там в замок. Там полетаем на дроне. Так что смотрите. До следующей локации. Полетали мы над старым замком, двигаемся в парк и будем двигаться в сторону Питера вдоль Финского залива. Вот, еще одна локация, мы пофоткаем и будем двигаться дальше. Вот старый замок, на котором я сейчас летал на дроне. Там яхточки стоят. Прикольно, так спокойно, никого нет. Все здорово. Пилим дальше. Спокойненько. Выбрались мы из Выборга, посмотрели все достопримечательности и пилим вдоль Финского залива.
Не знаю, будет сейчас по дороге видно Финский залив. Сейчас посмотрим. Саня недалеко от меня, не отстает. Это его, может сказать, первое путешествие на велосипеде. Вот. Не отстает, молодец. Ну, в принципе, он марафонец, только в беге. Скоро будет велли. Так что такие дела. Прикольная дорога, гладенькая пока. Вот. Природка красивая. Навигатор показывает все. Еще немножко дальше и будем уже прям близко подъезжать к Финскому заливу. Вот так красиво. Мамке привет передай. Мамке привет передай. Но Все рядом со мной. в общем, едем мы, свернули мы на Приморск. Тут такая дорога, здесь мало машин едет. Вон параллельно электричка идет. Здесь лесок, вообще офигенно. Бомбический, смотрите, по лесу. Красивейший. Погодка суперская. И мое любимое дело, это ехать без рук. Кайфушечки. В общем, какие дела? Доехали мы до поворота на Приморск. До Приморска показала на указателе 15 километров. Я надеялся, что было меньше. Думал, километров 7. Короче, нам еще километров 10 осталось до Приморска. Вот. Заезжаем в магазин, покупаем себе обед и кушаем. Делаем себе кушать на горелочке. И немножко отдохнем и поедем мы дальше поедем искать место под палатку, под лагерь. Как бы еще рано, но у нас еще завтра целый день, поэтому найдем классное место и останемся там жить. Итого у нас отметка будет 80 километров. Да, мало, но такой вот у нас маршрут. Щадящий. Короче, только что был обед у нас. Я даже вам не показал. Плохой какой. Короче, мы заехали в Приморск. Заехали в Магнит. Купили доширак. И была у нас консерва тунца одного. Вот. Запарили доширак. Туда пульнули тунца и вкусно поели. Еще купил и виноград белый. Так, чисто на десерт. Углями закинулись. Попили воды и стартанули. То есть долго не рассиживаемся. Хотим приехать пораньше в лагерь, чтобы там почилить. Хотим купить рыбу, пожарить на костре. Вот, если будут рыбаки, купим у них рыбу. Так тоже пожарим на кастрике. Вот. Проехали уже. Вот сейчас от точки нашей 75 где-то.
Вот. Хотим еще полтинник проехать и... Ну и все. Хватит на сегодня. Завтра останется чуть-чуть. Чисто так на расслабончике доедем до Питера там. Вот. Ну и завтра, в принципе, обратно в Москву. У нас в 16:30, по-моему, поезд. Обратно приезжаем мы в Москву ночью, а утром потом на работу. Такая покатуха. Вот. Поэтому капелька удовольствия нам на пользу. Саня едет сзади. Подняли ему чутка сиденье, потому что велосипед ему, если честно, маловат. Впихнули ему велосипед меньшего размера. Хотя других не было там. Тот, который по росту ему, его уже забронировали, сказали, что он занят. Поэтому взяли этот. Такие дела. В общем, катим дальше. Настроение хорошее, погода охеренная. Просто 28 градусов. 28 градусов. Вообще шикарно. Ни облачка нет. Мне кажется, для Питера, для Питерской области это вообще погодка шикардосная. Поэтому катим, наслаждаемся природой и тренируемся заодно. Люди. Что здесь? Ну, обрыв. Тоже красиво стоит. Да? Подъехали в красивое место. Саня предложил повернуть направо, пофоткаться. Кстати, вон можно туда подъехать еще. Видишь, где тут откос такой. И лучше здесь, девочки. Не камень. Прикольно. Песочек, хвоя. Прикольный лагерь, да, был бы здесь? Да, здесь классно было. Такое вот место, если там. Наконец-то. Наконец-то мы добрались в это место, которое мы очень хотели. Вы просто посмотрите на эту прелесть. Здесь, наверху, то есть с левой стороны, дачные участки. Есть вот такие камни, море. Развели костер уже. Саня договорился, сейчас принесет рыбу. Какую-то там я еще не видел. Будем ее жарить на костре. Вот. Сейчас сделаем себе картошечку. У нас есть квас. У нас есть... что у нас есть? У нас есть много чего. Какая-то килька там сушеная, вкусная. Тунец. На завтра тоже еще есть еда. Роллтон там, что-то такое. Вот. Палатку поставим без верхнего тента, потому что дождя вечером не будет. Вот, поэтому поставим только палатку с сеточкой, чтобы было не жарко. Будет охеренно. Вообще можно, по идее, ложить просто матрас и спальный мешок. Можно, в принципе, так и поспать. Но мух очень много тут. Поэтому мы все-таки палаточку разложим. Ладно, Саня пошел разговариваться насчет рыбы. Сейчас принесет. Будем жарить. Покажем. Короче, прикиньте, Саня приволок рыбу. Рыбак ему там отвалил немного рыбы. Вот такой, смотрите. Жарим ее на камне. Шпажек у нас нет. Он взял камень, нашел гранит. Поставили на доску, на ель вот эту. Он его нагрел и на нем прям жарили рыбу. Прикольно получилось. Вот так вот будет лить, наверное, еще долго. Палаточку уже поставил, свою новую. Я еще ни разу ее не использовал. Вот первый раз будем использовать палатку. Места там вроде хватает. Велосипеды будут стоять здесь. Поставил воду.
Поставил воду на картошку. Или картошку такую, ну, сухой, типа ролтова. Сейчас сделаем, мы будем с рыбой кушать. Тунец, вальпиховый чай. Так что интересно, малиновый закат, кстати. Прикольно, говорят, что здесь в 10 темнеет. Белые ночи немножко уже ушли на нет, поэтому темнеет уже в 10 вечера. Проехали мы сегодня 110 километров. С учетом контента всего, что мы фотографировали в Выборге. Там останавливались в магазинах, дроном снимали. Ну, в принципе, я честно не устал. Можно было бы еще топнуть. Ну, зачем? Завтра у нас остается еще 70 километров до питерского, московского вокзала. У нас поезд в 16:30. Будем выезжать, наверное, пораньше, чтобы не спешить. Кстати, вот смотрите, какая залив финляндский, да? И на нем, смотрите, сколько здесь зелени. Вот цветет вода. Но местные говорят здесь, дачники говорят, что вода потом, сейчас вот прибой идет какой-то, течение пошло. Когда мы приехали сюда, был такой штиль полный. Говорят, что местные через 2 часа, говорит, может быть и не быть вообще этой зелени. Саня пошел вообще купаться. Что-то я не хочу в эту зелень залазить. Но она, возможно, сейчас уйдет вообще. Видите, какая зелень? Вот так оно здесь красиво. Давно хотел приехать сюда. Я, в принципе, здесь. Ну что, сейчас поужинаем и будем посидим, пообщаемся с Аней и будем готовиться ко сну. Чепотный костюм какой-то. Доброе утро. Доброе утро. Саня куда-то делся. Я плавать пошел, либо в туалет. Наверное, в туалет пошел. Короче, не спал всю ночь. Кашлял почему-то. Вода, кстати, уже чистая и зеленая. Время 6:30. Выше нужно вставать, собираться и завтракать и выезжать пораньше. Красота. Итак, выехали мы наконец-то с нашего прекрасного места. Вот. Очень не хочется уезжать, если честно. Возвращаться в Москву на работу. Хочется вернуться в вчерашний день. Хоть мы вчера им наслаждались очень сильно, этим днем вчерашним. Что, проснулись, попили чаю и собрались. Полетал на дроне. И нужно выезжать, потому что нам нужно... У нас поезд в 16, в 4:30, по-моему, в Питере. А нам еще ехать 80 километров. Так что Саня вон сзади едет. Немножко перегрузил его к себе. То есть дрон планировался у него ехать, потому что мне некуда его сунуть. Ну как, есть куда, но в полном комплекте его некуда всовывать. Я раньше возил его в подрамной. Вот, такие дела. А у него спина вчера болела из-за того, что у него нагруженный рюкзак. Я говорил, что с рюкзаком не очень ездить в дальние поездки. Так вот, из магазина там проехать километров 10 фигня. Вот, а вот
на дальнее расстояние тяжело с рюкзаком. Встречный ветер, кстати. Погода охеренная. Вообще не облачко. Смотрите. Вот так везут дрон, видите? Как доп. Сумка у Пидуры. У Сани болит задница немного. Но он ни разу не ездил. Как бы он ездил на велосипеде, но очень давно. Это в принципе нормально. Когда все болит. Еще вчера дали 110, считай. То это вообще не очень для первого раза, я считаю. Ну, так как он выносливый парень, бегун. Поэтому для него это как... Для организма, в принципе, нормально, но для части тела езды на велосипеде не очень. Едем дальше. Остановились мы у магазина Пятерочки попить кофейка, перекусить что-нибудь. Видите, как я спешу. Короче, решили мы ехать до Зеленогорска, там сесть в электричку и доехать до Питера, там немножко покататься, перекусить в салоне, не спеша. Так что мы едем, Саня в порядке, попочка болит немного, ну что делать. Без кремика едем. В общем, ладно, покатили мы. В общем, как мне Вовчик и говорил, что здесь дорожка где-то километров 50 остается до Питера, и идет велодорожка. Вот мы по ней сейчас едем с Саней. Кстати, очень офигенно, гладкая дорога, асфальт. А то на дороге обочина маленькая, приходится сюда прижиматься к грунту. Здесь, правда, не сильно идеальная дорога, но в принципе можно ехать. Но если бы я ехал один, я бы ехал по дороге. Вот такая вот дорожка. Вот там дорога слева. Вот дорожка. Ехали по дороге и увидели прям здесь Финский залив, прям рядом с дорогой. Думали искупаться. Подходим к воде, а там просто зелень. То есть вот там, где мы были, там в принципе хорошо было. Там уже смыло эту зелень. Да, Сан? Там, где мы были, наверное, смыло уже. Да, там волна просто поднялась. Здесь опять штиль и опять цветет. А тут штилек немножко и она цветет. Там было хорошо прям. Поэтому мы едем дальше. Приезжаем до электрички и потом в Питер. Ребята, по моей глупости в этом видео продолжения, как мы добрались до Питера, нет. Потому что закончилась пленка. Я прошлый материал не слил на свой компьютер, поэтому осталось мало места на флешке. Если вам все-таки видео понравилось, ставьте лайк. Или может быть вам что-то интересное спросить нужно. Обращайтесь в Инстаграм, либо пишите в комментариях в Ютубе. Спасибо за просмотр, всех обнял. Пока-пока.